Жеков, я Cloud Solution архитектор компании Smart Business. Сегодня мы поговорим про внедрение мультифакторной аутентификации с Azure Active Directory и посмотрим примеры использования Conditional Access для ограничения доступа пользователей к вашему окружению. Вот примерная агенда на сегодня. Итак, что же такое мультифакторная аутентификация? Это сопоставление двух или более факторов, которые можно использовать для аутентификации пользователей. Например, такие как известные вам это паспорт и пин-код, допустим. Также такие как телефон, смарт-карта или hardware-токен, которые можете использовать для аутентификации. И еще один из параметров — это можно использовать биометрические данные, отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза и другие возможности. Вот. Azure мультифакторная аутентификация — это довольно-таки распространенный сервис, который обеспечивает возможность защититься от неавторизированного доступа в вашу среду, как к вашим облачным приложениям, так и к вашим on-premise серверам и окружению, добавляя дополнительный способ аутентификации для ваших пользователей. Ему доверяют тысячи компаний, которые с помощью Azure Multi-Factor Authentication авторизируют своих пользователей, клиентов и партнеров, предоставляя им доступ. Так, Azure Multi-Factor аутентификация прежде всего легка в использовании, то есть она легко устанавливается, настраивается и используется. Пользователи могут самостоятельно управлять своими устройствами, которые используются для мультифакторной аутентификации, добавлять устройства в случае потери, изменять устройства и перенастраивать, если им это необходимо. Масштабируемость. Azure мультифакторная аутентификация — это довольно масштабируемый сервис, который, в принципе, покрывает все дата-центры Microsoft по всему миру и используется автоматическое переключение между дата-центрами в случае выхода из строя какого-то оборудования. Вот. Используется сильный механизм аутентификации, которые соответствуют высоким стандартам разного рода отраслей и компаний. Вот. Доступность сервиса гарантируется 99,9%. И еще повторим, что это Geo-Distributed сервис, который поддерживает высокую доступность. Расположен он в более чем 50 регионах по всему миру. И опять же поддерживается автоматический файловер, который позволяет обеспечить отказоустойчивость. SLA также по Azure Active Directory составляет 99,9%. Вот пример расположения дата-центра у Microsoft. То есть практически покрывается весь мир. Итак, что нам дает возможность использования Azure Active Directory? Прежде всего, у нас получается единый центр хранения учетных данных для облачных приложений. Также можно использовать его для on-premise приложений, которые публикуются, для устройств пользователей, для самих пользователей и для партнеров, либо сторонних клиентов. Вот. Также Azure Active Directory поддерживает интеграцию с вашей on-premise инфраструктурой. Для этого можно использовать Azure AD Connect для синхронизации ваших учетных данных из on-premise в облако. И также поддерживается использование серверов федерации ADFS, если в этом есть такая необходимость. То есть, как видите, в Azure Active Directory зарегистрировано более 1,1 миллиона человек и 634 тысячи приложений. Данные по состоянию на конец 2018 года. Вот, теперь давайте рассмотрим варианты использования приложений на портале. Как видите, в категориях у нас представлено 3245 приложений, которые готовы для настройки интеграции с теми или иными сервисами. Также можно добавить свои собственные on-premise приложения или зарегистрировать приложения, которых идется разработка. Azure MFA защищает вас от атак и
уменьшает риски от атак на 99,9%. Это связано с тем, что пользователи не используют при идентификации только логин и пароль, которые возможно подобрать, или может быть утечка персональных данных пользователя, что позволит злоумышленнику, используя его учетные данные, зайти в вашу систему и, допустим, отправлять письма всем адресатам в адресной книге про смену там расчетного счета или что в этом роде, какой-то фрауд. Вот. Мультифакторная идентификация защищает от этого всего, то есть у пользователя есть дополнительный уровень защиты, уровень идентификации, без которого злоумышленник, имея даже логин и пароль, не сможет идентифицироваться в вашей системе. Итак, какие есть версии Azure мультифакторной идентификации? Прежде всего, есть мультифакторная идентификация для Office 365. Это подразумевается то, что все пользователи, которые приобретают пакеты Microsoft Office 365, имеют возможность использовать мультифакторную идентификацию для всех пользователей, которые пользуются облачными сервисами Microsoft. Также есть мультифакторная идентификация для Azure администраторов. То есть это тоже бесплатно предоставляемый сервис, который применяется к учетным записям администраторов портала Microsoft Azure для использования мультифакторной аутентификации для аутентификации пользователей. И последний вариант — это Azure Multi-Factor Authentication, то есть тоже платный сервис, который распространяется на всех пользователей и добавляет некоторые возможности по отчетности, по реагированию на инциденты, по оповещению. Далее мы это рассмотрим. Итак, что нам еще предоставляет Azure Multi-Factor Authentication? То есть они требуют наличия каких-то сторонних устройств дополнительных, не требуют покупку сертификатов, не требует их обслуживания. В принципе, для пользователей не нужно делать каких-то больших тренингов, там довольно все просто с настройки приложения и настройки идентификации. Вот. У пользователя есть возможность заменить свое устройство самостоятельно в случае потери, либо если устройство выйдет из строя. Пользователи сами настраивают метод идентификации, который им больше нравится. Допустим, это может быть мобильный телефон, СМС, либо использование мобильного приложения. И позволяет интегрироваться с существующими директориями для централизированного управления пользователями. Вот. Работает с большинством известных on-premise application, приложений, поддерживает ADFS и SAML-based application для федеративного доступа в облако, встроенный в Azure Active Directory для использования с облачными приложениями. Также есть SDK, который можно использовать для разработки интеграций директорий. Вот. В плане безопасности это сильный механизм мультифакторной идентификации, защиты. Это в реальном времени оповещение о взломах, возможность использования пин-кодов, также репортинг, логирование для аудита и возможность соответствовать стандартам и требованиям разных регуляторов по безопасности. Теперь мы рассмотрим табличку сравнения версий, которые мы уже обсудили. Это MFA для Office 365, MFA для Azure администраторов и Azure Microsoft и Azure MFA. То есть, как видите, для Office 365 и Azure администраторов функционал в принципе схожий. Он минимальный, защищает. В принципе, позволяет использовать мультифакторную идентификацию при доступе к облачным приложениям, включает в себя идентификацию по телефону, SMS, либо приложение в телефоне. Вот. И Azure MFA в себя включает дополнительный функционал использования пин-кода, алерты, рапорты, возможность делать one-time bypass, который позволяет пользователям единоразово идентифицироваться без использования мультифакторной идентификации. Вот, кастомизировать приветствие по телефону, кастомизировать номер телефона, добавлять Trusted IP в случае настройки Conditional Access Policy, и запоминать устройство пользователя, если это разрешено администратором. Также использовать MFA для on-premise application, интеграция с Conditional Access и интеграция с Azure Active Directory Identity Protection. Итак, просмотрим варианты внедрения Azure MFA. Какие методы идентификации
можно использовать. То есть в зависимости от требований пользователя можно использовать один из 3 методов аутентификации. Первый у нас, допустим, голосовой, то есть он не требует у вас наличия интернета и наличия смартфона, в принципе, может быть обычный мобильный телефон. Главное, чтобы была связь мобильного оператора, то есть зависит от покрытия сети и доступности сети мобильного оператора для подтверждения вашей личности и прохождения мультифакторной идентификации. Следующий вариант – это текстовое сообщение, который, в принципе, также не требует наличия у вас ни смартфона, ни интернета на телефоне, и также ограничивается работой вашего оператора, покрытием сети. И последний вариант – это application, то есть на мобильное устройство устанавливается Microsoft идентификатор приложения, и в нем производится настройка подтверждения вашей личности. В этом варианте смартфон вам нужен и нужно наличие интернета. Вот опять же, как можно получить и использовать Azure Multifactor идентификацию. То есть, как я уже говорил, она доступна всем пользователям Office 365 бесплатно при работе с облачными сервисами, которые входят в пакеты Office 365. Также она включена в Azure Active Directory Premium Plan 1 и в Azure Active Directory Premium Plan 2. Azure Multifactor идентификация Registration. Здесь мы видим процесс, в принципе, настройки пошаговый. То есть сперва мы настраиваем сам сервис, производим его конфигурацию, далее мы это рассмотрим. В следующем шаге мы включаем для пользователей мультифакторную идентификацию. То есть используем для этого Azure Portal, либо Conditional Access Policy на Azure Portal. Также можно использовать для этого PowerShell или Identity Protection MFA Registration. Вот рассмотрим вариант настройки самого сервиса мультифакторной идентификации. Здесь, как видите, мы можем указывать методы, которыми пользователь будет идентифицироваться. То есть это будет звонок на телефон, текстовое сообщение, notification, мобильное приложение, либо код верификации, который будет генерировать мобильное приложение самостоятельно. Также мы можем позволить пользователям задавать параметры, сколько хранить доверенное устройство дней. То есть если вы заходите с одного ноутбука постоянно, и у вас постоянно запрашивают мультифакторную идентификацию, вы можете поставить галочку и пометить, что, допустим, если у вас разрешено 14 дней не запрашивать повторную идентификацию с данного устройства, то, заходя в следующий раз с этого устройства, у вас не будет происходить запроса мультифакторной идентификации. Вот. Также есть вариант разрешить пользователям использовать application password, либо запретить. Этот функционал необходим для приложений, которые не поддерживают мультифакторную идентификацию. Допустим, там старые приложения на мобильных устройствах, либо встроенные почтовые клиенты, там, допустим, на iPhone, либо на Samsung, которые не поддерживают мультифакторную идентификацию Microsoft пока что, и для них нужно использовать application password, который генерируется на странице настройки мультифакторной идентификации пользователей. Так, еще рассмотрим варианты включения мультифакторной идентификации в вашей организации. То есть здесь классический вариант – это назначение лицензий пользователям, включение для пользователей мультифакторной идентификации. И при обращении к сервисам Office 365 у них происходит запрос на настройку дополнительного способа идентификации. То есть, опять же, они при обращении на портал, допустим, office.com, у них переходит редирект на портал Ажура, настройку мультифакторной идентификации, где они выбирают способ, каким они хотят идентифицироваться, и производят его настройку. Следующий вариант, опять же, назначение лицензии. И здесь можно попросить пользователей перейти самостоятельно на портал настройки мультифакторной идентификации. Он общедоступный. При обращении на этот портал пользователя будет запрос должен будет ввести свои учетные данные и, опять же, произвести настройку. Еще один вариант – это Conditional Access Policy. То есть, опять же, последовательность идет та же. Пользователю назначается лицензия, создается Conditional Access Policy, которая требует наличия мультифакторной идентификации при обращении к тому или иному сервису. И при первом входе пользователя на этот сервис у него идет запрос на настройку мультифакторной идентификации. И последний вариант – это Azure Active Directory Identity Protection, который
позволяет настроить мультифакторную идентификацию для всех пользователей в вашем тенанте и для всех новых пользователей, которые будут добавлены в ваш тенант автоматически путем политики. Вот вариант, здесь демонстрируется включение мультифакторной идентификации для пользователей в ручном режиме, то есть вы заходите на портал включения мультифакторной идентификации, в раздел пользователей, выбираете пользователей. Видите, есть три состояния. Это Disable, Enable, Enforce. Disable — это отключенная мультифакторная идентификация. Enable — это мультифакторная идентификация включенная, и пользователю будет предложено прийти на портал для настройки. Enforce — это принудительное применение мультифакторной идентификации. Опять же, описание того, что я только что сказал. То есть три состояния. И от того, какое состояние вы выберете, в принципе, обычно по аналогии мультифакторную идентификацию для пользователей включает, что позволяет им самостоятельно зарегистрироваться. И через какое-то время она меняет состояние, вернее, не через какое-то время, а после того, как пользователь пойдет в регистрацию, выберет метод идентификации для себя, настроит его состояние его учетной записи перейдет в Enforced. Так, три состояния мы рассмотрели. Следующий вариант — это использование PowerShell для изменения состояния пользователя. То есть, как видите, особо ничего сложного. Выбираются пользователи, прописываются значения для параметра Microsoft Online Administration Strong Authentication Requirements, состояние Enabled, и применяются данные состояния на этих пользователей. После этого пользователю будет запрос на настройку мультифакторной идентификации. Далее Azure Identity Protection для мультифакторной регистрации. То есть это вариант, который я говорил, который позволяет автоматически пользователям активировать мультифакторную идентификацию, но он требует наличия Azure Active Directory Plan 2. Премиум Plan 2. То есть выбираете, на кого применяется данная политика и какие действия, то есть Required Azure MFA Registration требует пользователей пройти регистрацию на использование мультифакторной идентификации. Опять же, можно использовать PowerShell для проверки статуса регистрации. То есть вы можете выбрать пользователей, которые прошли регистрацию для использования мультифакторной идентификации, и также выбрать пользователей, которые не прошли. Теперь включение мультифакторной идентификации на уровне использования Conditional Access Policy. Это еще один из вариантов включения мультифакторной идентификации, который настройка производится через создание политики условного доступа и выбора в ней нескольких параметров, будь то группа либо пользователей, каких-то приложений, и обязательно использование мультифакторной идентификации при выполнении всех условий, которые указаны в этой политике. Сейчас рассмотрим пример настройки и работы Conditional Access Policy. То есть в данном случае мы создаем доверенный локейшн. Наоборот, мы добавляем регион, который в дальнейшем будем блокировать для доступа к нашим сервисам. То есть выбираем, допустим, там Бельгия и все неизвестные IP-адреса. Далее создаем новую политику. То есть блокировка доступа к Exchange Online с IP-адресов, которые принадлежат Бельгии, либо любых других неизвестных. Добавляем пользователя, на котором будем экспериментировать. Далее выбираем приложение. Exchange Online. Далее выбираем условия, на которых оно будет применяться. В данном параметре доступны локейшены. То есть мы можем акцентировать внимание на расположении пользователя, который осуществляет вход.
Выбираем тот регион, который мы добавили для блокировки, Бельгия, и сохраняем. Также блокируем доступ пользователей, которые подпадают под действие данной политики. Применяем. Теперь посмотрим, как это выглядит со стороны пользователя. То есть у нас здесь пользователь. Проверяем его расположение. В данном случае находится в Париже. И пробуем получить доступ к Exchange Online. Проходим нотификацию. И попадаем в почтовый ящик. Теперь меняем расположение пользователя на Бельгию. И повторяем. Пробуем аутентифицироваться в Exchange Online. Он отрабатывает Conditional Access Policy. И мы получаем сообщение, что доступ пользователя ограничен по той или иной причине. И одна из них это Location. Вот следующий дополнительный функционал, который сейчас находится в превью, это использование Microsoft Authentication Passwordless Sign-in и также FIDO 2 Security Key. То есть, как видите, в данном случае мы настраиваем Microsoft Identificator Passwordless Sign-in, который позволяет помимо кода, который генерирует приложение для мультифакторной идентификации, либо подтверждения в самом приложении, использовать вариант подтверждения через выбор цифр. Подобный метод мультифакторной идентификации довольно часто используется другими вендорами. То есть вот как это выглядит. То есть это уже не запрос на ввод кода, не просто подтверждение входа, а нужно выбрать именно какой-то вариант из 3 цифр. Итак, вкратце подытожим, что у нас доступно с мультифакторной идентификацией. То есть пользователь может самостоятельно настроить, скачать приложение на телефон, настроить его, выбрать способы идентификации, которые ему предпочтительней. Далее можем на основании групп, допустим, разделить пользователей по location, то есть месту их расположения, и применять на эти группы Conditional Access Policy. Следующий вариант, который нам будет доступен, возможность, это использование Self-Service Pass Reset. Допустим, есть возможность разрешить пользователям самостоятельно восстанавливать пароли или делать ресет пароля в случае, если он его забыл. Опять же, Conditional Access, который нам позволяет ограничить доступ пользователя под тем или иным свойством, будь это location, либо приложение, либо веб-браузер, допустим, мобильный телефон, ноутбук, то есть в зависимости от устройства. И можно еще выбрать приложение, которым конкретно будет работать данная Conditional Access Policy. Также при настройке Conditional Access Policy у вас есть такой вариант, как тестирование. То есть после того, как вы настроили Conditional Access Policy, вы можете выбрать вариант ее применения в ATIF, который вам покажет, после того, как вы введете все требуемые параметры, какая именно политика будет применена на данного пользователя и какие действия она от него потребует. Это удобно в случае, если у вас много политик Conditional Access Policy, и вам нужно протестировать, какая конкретно из них будет применяться к пользователю, если он будет входить с теми или иными условиями. То есть, как видите, можно выбрать там платформу девайса, приложение, к которому он будет обращаться. Также можно выбрать location.
и группу риска. Вот. Также есть политика пользовательских рисков, которая позволяет настроить риски пользователей, которым будет применяться мультифакторная идентификация, например. То есть если при идентификации пользователя Azure AD считает, что пользователь заходит с какого-то нестандартного, нетипичного для него IP-адреса, он попадает в группу риска, и для него, допустим, будет применяться мультифакторная идентификация в таком случае. Либо, в принципе, может быть блокировка учетной записи. Вот опять же политика на sign-in риск. То есть, если видно, что пользователь как-то необычно аутентифицируется, либо, опять же, не с того локейшена, то можно его заставить применить мультифакторную аутентификацию в таком случае. Также у нас здесь система оповещений. То есть, если будут какие-то происходить инциденты со стороны мультифакторной аутентификации, либо Azure Active Directory с вашими пользователями, вы будете получать оповещения в зависимости от того, какие настройки вы выберете, и получатели, которые вы хотите, чтобы получали эти оповещения. Также есть вариант как Weekly Digest, то есть это будет раз в неделю вам приходить некий summary по состоянию вашей безопасности, вашей организации за прошедшую неделю, какие были инциденты, чем они закончились, чем провоцировались и тому подобные вещи. Также одна из функций — это добавление Trusted IPs, которые вы можете добавить IP-адреса ваших офисов, если у вас несколько, это внешние IP-адреса ваших офисов, которые позволяют использовать их в процессе создания Conditional Access Policy, и вы можете либо, допустим, к примеру, запрашивать мультифакторную идентификацию только у пользователей, которые находятся за пределами вашего офиса или офисов. То есть если пользователь заходит, пытается получить доступ к сервисам Office 365 либо Microsoft Azure изнутри вашей компании, то есть находясь непосредственно в офисе, то у него не будет запроса на мультифакторную идентификацию. Если он будет запрашивать доступ за пределами вашей компании офисов, то у него будет происходить запрос мультифакторной идентификации для подтверждения личности. Ну, также есть возможность, вернее, один из вариантов, это еще использовать Azure AD Connect, который позволяет настроить синхронизацию хэшей паролей, либо сквозную идентификацию, либо использовать ADFS для доступа. То есть, по сути, вернее, Azure AD Connect позволяет синхронизировать ваших пользователей с on-premise инфраструктуры в Azure Active Directory. Также здесь можно включить возможность ресета пароля пользователями и возможность пользователям снимать блокировки со своих учетных записей. Собственно, все, коллеги. Если есть вопросы, задавайте. Белые и черные списки для Conditional Access Policy. Ну, как я уже рассказывал, показывал, есть возможность блокировать, либо разрешать доступ. И ты можешь основываться на списках. Trusted IP — это будут доверенные списки, либо делать списки на основании просто списка IP-адресов, либо локейшена, там, Бельгия, Франция, Италия и тому подобные вещи. Ты можешь как разрешать доступ с этих локейшенов, так и блокировать их. Ну, ты можешь идти от обратного, просто добавить две стороны в разрешенные, и все. И не надо запрещать остальные. Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам.